начале 90-х молодому предпринимателю Нурлану Смагулову предложили купить деревянную маску скульптора Саренджаба Балдано. Как раз свет падал на нее, и она излучала какой-то тепло и свет. А как раз до этого я похоронил отца, он ушел из жизни, и мне как-то вот этот период жизни был тяжело. Ну, маска настолько наполнила мне отца, и это было прям такое озарение. Большей частью это деревянные маски, но из нашего местного дерева карагача. Там такие наросты, капы на дереве образуются. И он брал эти большие капы, делал из них лица, фигуры людей. Вот работа. Это капа. Видите, это срез с дерева. Это все, что природа дала. А это он руками, толченый коралл, вот так натирал эту работу. Ну, то есть с этой работы все началось? С этой работы все началось. Я до сих пор очень сокровенно отношусь, сакрально отношусь. Саренджаб Балдано родом из Бурятии, но значительную часть жизни прожил в Казахстане. И все время его видели по Алмате, как он несет бревна. Если спиливают где-то деревья, то он обязательно с этим бревном. После развала СССР Балдано переехал в Москву. Смагулов отыскал скульптора и приобрел у него более 60 работ. Я знал, что эти работы будут у нас в галерее, и всегда верил, что это будет когда-то в музее. Эти маски были в Москве, в Музее Востока, они были в Лувре, они были в Токио, в японских музеях. Они объездили полмира. Под руками художника оживают сказочные образы народных легенд и преданий. Работы Балдано заложили основы коллекции Нурлана Смагулова. Следующим его большим увлечением стали казахстанские художники-шестидесятники. Я сам родился в 65-м году, и для меня это вот как бы один из моих любимых и чисел, и годов. Мне вообще нравятся 60-е годы. Как вы знаете, это время оттепели, время надежд, время, может быть, не всех сбывшихся мечтаний и надежд. Много было послаблений, много свободы. Это время самых интересных фильмов, книг, стихотворений, оттепели. И художники, как люди первые, как они сенситивные, они первые почувствовали. В те годы в Казахстане образовалась группа молодых художников, которых сегодня называют шестидесятниками. Их творчество такое же яркое и многообещающее, как и сама эпоха оттепели. Вся страна тогда жила предчувствием весны. Большой интерес у москвичей и гостей из братских республик вызвали произведения художников Казахстана. Жизнь такая была, очень бурная была. И выставочная жизнь бурная была. В Москве проходили выставки. Вот. И наша республика в этом деле тоже не отставала. Лидером был вот Айтбаев был, Салихиддин. Возле него кучковались там Садыханов, Рахманов, Бахтияр Табиев, Нуржумаев, Сариев. И у них вот был этот самый, как лидером был Салихиддин Айтбаев. Это такая команда была, ну, которые просто фонтанировали идеями. Там не было разговора ни о политике, ни о личной жизни. Это был разговор только об искусстве. А в мастерской Айтбаева кого только не было. Там очень... Там Алжас Сулейменов, он же тоже шестидесятник, абсолютно выраженный. Вот недавно, 64 года, «Земля, поклонись человека», первому полету. Перечитала, обалдела. Как можно было в то время написать? Есть края, где не знают аральского знойного лета, где другие границы между частями света. Океаны не покидают землю, они верят. Солнце сердцем бьется в земле, оно верит. Мы сами себя для жизни растим, мы ведь тоже верим, что нет Востока, Запада нет,
есть восход и закат, есть большое слово «земля», большое на всех языках. Это было время, когда поэты читали стихи, вот Роберт Рождественский, Алжас, у нас здесь, на стадионе «Урожай», и там люди висели гроздями на деревьях, чтобы услышать поэта. Это когда было? Этого никогда больше не будет. А это было вот это время, градус был невероятно высокий. Люди, граждане всей Вселенной, гости галактики, хозяева шара, вы не хотите пропасть бесследно? Живите! Живите! Живите с жаром! Живите, люди! Живите, люди! Вы совершили свой первый подвиг, преодолели земную тягость. Чтобы потомки это запомнили, преодолейте земные тяжбы. Как и полагается настоящим самородкам, большинство казахстанских художников-шестидесятников были родом из степных аулов. При поступлении сложнее всего им давался экзамен по-русскому. Здесь после Второй мировой войны открыли с Ленинграда, с Санкт-Петербурга ныне, приехали элита российская. Они открыли здесь Алматинское художественное училище имени Гоголя. И вот сюда стали поступать такие молодые ребята, простые казахи, мальчики, вот в том числе мой отец. Он первый год не смог поступить в училище, потому что не знал русского языка. Диктант не написал. Там преподавал Абрам Маркович Черкасский, это тоже фигура невероятная абсолютно. Дело в том, что это украинский художник из бычукистов, из своего рода приверженец авангарда, и пропал он где-то, как оно положено каждому художнику, казахстанскому художнику старшего поколения. Пропал он в 1938 году. И в Украине его потеряли и решили, что он просто где-то сгинул. А он не сгинул, он прожил здесь до смерти и преподавал в нашем художественном училище, а живописец он был виртуозный абсолютно. Учитель, старейший художник Казахстана профессор Черкасский приветствует свою ученицу Айшу Галимбаеву. И вот ребята, приезжающие из областей Казахстана, для них Алмата, это даже советская Алмата, это было своего рода потрясение, и культурное в том числе. И они попадали к мастерам, которые их учили развивать талант. Дерзкие шестидесятники отказались от канонов соцреализма, и произошло чудо. Искусство ожило. Выходит на сцену молодое, незнакомое поколение совершенно. И вот одна из первых работ Салихиддин Айтбаев «Счастье». И, конечно, это совершенно не похоже на первое поколение. Видите, здесь такая обобщенная пластика, большие формы, какие-то герои уже не те, это и не балерины, и не герои соцтруда, вот просто чабан, и кони там пасутся, и вообще все большими мазками. И, конечно, народ так говорит, что а что это такое вообще происходит в Казахстане, да? Потому что совершенно новый пластическо-художественный язык. Собирались шестидесятники в мастерской Айтбаева в Доме художников на улице Панфилова. Амандос Аканаев – представитель поколения 70-х, но на правах младшего друга ему дозволялось присутствовать на этих встречах. Мы там, естественно, сидели возле порога, кому позволялось. Мне позволялось, там еще пару художников, которым позволяли. Мы, естественно, когда выпивка заканчивалась, мы должны были на большой скорости бежать в юбилейный, принести эту выпивку. И так это продолжалось до утра, естественно. Расходились поздно, часов 5-6 утра. Но сам процесс обучения, это был, конечно, там. Потому что все разговоры о творчестве, как нужно работать, какие там
ценности защищать, какие там и так далее, это там происходило. Потому что они не просто вот пели и так далее, они спорили до хрипоты. Я был часто свидетелем вот таких разговоров, встреч, бесед. И действительно, вот как картина называется «Разговор об искусстве». То есть это сейчас такая отличительная черта того времени от этого. Там люди жили этим каждую секунду, можно сказать. То есть это не обывательский разговор об искусстве, это такой молекулярный, ну как вот теория музыки есть, ну, это такая теория живописи. Для чайников расскажите, кого вы изобразили на этой картине? Слева мой папа. Вот. А в середине это Мергенов Еркен, наш знаменитый скульптор. Справа Айтбаев. Его с детства я назвал дядя Калжан. Отличительной чертой казахстанских шестидесятников было то, что споры об искусстве нередко заканчивались дракой. Тимур Сулейменов и Салихиддин Айтбаев, да, Калжан Айтбаев, они вышли на кухню покурить. Я маленький, меня отправили поставить чайник. Я поставил чайник, стою, значит, берегу этот чайник. Эти два мужика стоят на кухне, и они беседуют. И Тимур так в очередной раз затягиваясь, и указывая пальцем с сигаретой на Айтбаева: «А Пикассо твое говно!» Закуривает. Айтбаев докуривает сигарету, тушит ее в пепельницу и бьет Тимура Сулейменова в морду. Потому что он сказал, что он покусился на святое. То есть эти два дядьки подрались у нас на кухне, да, из-за Пикассо. Просто вот от брошенной фразы. Начиная с 70-х годов прошлого века, большая часть работ художников этого поколения находится в Государственном музее имени Костеева. Нурлан Смагулов стал одним из первых частных коллекционеров искусства казахстанских шестидесятников. Шестидесятники — это было прямо осознанно. Я их очень быстро почувствовал, понял, осязал. Они уже в 90-х были достаточно взрослого возраста, но очень энергичные, в ясном уме. И это, конечно, Абдрашид Садыханов. Мы находимся в мастерской моего отца, Абдрашида Садыханова. Место, конечно, намолено. Я не знаю, чувствуете вы это или нет. Постоянно была открыта дверь, заходили люди. Папа сидел на этом кресле, всегда рассаживал своих гостей. У него всегда были угощения какие-то. Это Восток. Вы пришли, неважно, с чем вы пришли, вы сначала присаживаетесь, угощаетесь. Эта музыка играла, когда я пришла, в день, когда он умер. То есть вот это как раз кассета стояла. То есть вы просто ее не вынимали? Не вынимаю, не могу. Хочется все максимально, насколько можно, сохранить. Садыханов – один из немногих шестидесятников, кто пережил 90-е, возможно, потому что увлекся восточной философией и бросил пить. 60-х годов шли поиски художественного языка своего, национальной школы казахской. А тут в форме вот этих танба, да, папа для себя увидел как бы вот это самое, что ни на есть казахское, скажем так. Это же не просто там лошадей клеймили, да, грубо говоря. Это все равно дух рода за этим всем стоял. То есть это вот в такое превращается. Или бесконечно спрашивают, что это вот круг, там крест. Это шанрак. То есть как бы это не танба, но это тоже знак. То есть он пошел к этим знакам, и вот этот символизм, он трансформировал все это в живопись. Абдрашид Садыханов во мне как-то сразу почувствовал родственную душу. Когда я посещал вместе с Мадиной, своей супругой, его мастерскую, то непременно он советовал одну или две работы купить. Но какие-то работы я не очень воспринимал. Мне казалось, они какие-то мрачные, какие-то слишком для меня аутентичные. И одну работу я купил, «Ночь в ауле». И он мне говорил: ты должен купить эту работу. Я говорю: Абекен, ну как это вот, может, вот эти поярче, покрасивее, которые такие, поинтерьернее, как я там иногда пытался выразиться. А сейчас она
раскрылась уже там, спустя 20 лет и является центральным из творчества Абдрашита Садыханова. В 1976 году в Москве прошла выставка казахстанских художников. В фильме об этом событии можно увидеть Макума Кисамединова, Бахтияра Табиева, Салихиддина Айтбаева и других художников-шестидесятников. Я еще хочу знать, кто я, зачем я там и так далее, зачем я работаю. Это вот задачи такие. Но Айтбаев, помните, вот он совершенно такой вот сидит и говорит, кто мы, откуда мы, куда мы идем, нам нужно вот это решать, вот так. Но это важные вопросы, они себе ставили такие вопросы. Кто мы? Потому что для них кочевники стали городскими жителями. И почему они хотели свой язык выработать? Потому что они хотели остаться казахами, кочевниками, со своими традициями, да? А поле их творческой деятельности совершенно другое. Но они в него погрузились, и они много чего сделали. Все смотрели тогда на Казахстан. Очень важно для них было находиться не только под влиянием Матисса или Пикассо, но очень важно то, что влияние Матисса и Пикассо совпало, например, со структурой казахского ковра постилочного. То есть это крупный модуль, это огрубленная линия. То, что они делали, это как раз очень коррелируется с постилочным ковром, с текеметом, с сырмаком. То есть они поставили задачу выработку национального языка художественного. Если смотреть, например, на натюрморты Тагузбаева, то первое, что бросается в глаза, это то, что Матисс. А второе, то, что бросается в глаза, это казахский текемет. Знаете, мы все тогда были одержимы буквально культурой кочевников. Как говорил Шеймардан Сареев, нужно класть краски по-казахски. И он бросал свой холст на пол, вставал на стул и смотрел, как форма располагается по плоскости. То есть они говорили, что вот плоскость ковра, не надо нам никакой перспективы, вот надо вот в этих рамках, вот в этой плоскости разворачивать свои живописные композиции. Абстракция у казахов была, это орнамент. Чем было бы и удивительно? Вот приехал бы, скажем, Малевич со своими квадратами, супрематизмом. У меня даже была история, когда я студентам, казахам в архитектурном читала лекцию, и они не возмущались, потому что все городские, ой, да мы сами бы этот квадрат нарисовали. Они не возмущались, потому что это был их язык. И вот тут я начала задумываться, почему? Почему аульные ребята не возмущаются на супрематизм, а городские возмущаются. С чего это мы тоже можем все это сделать? Вот. Это разное детство. И отец ездил к родителям, пока они живые были, навещал их. У него остались с детства воспоминания. Он видел, как женщины отбивали шерсть от баранов. Потом из этой шерсти делали войлочные продукцию. Ну вот русские делают валенки, казахи делали ковры, еще что-то там. Он все это видел, и у него есть одна хорошая картина, называется «Мастерицы». Там вот сидят 3 женщины, они занимаются вот этим вот как раз шерстью. Очень хорошая работа. То есть вот эти все детские его воспоминания он воплощал потом. Я после смерти папы, когда поехала в Атыраускую область, там, где он родился, и увидела настоящую казахскую степь. А там выходишь, и там просто голая степь, и больше ничего. Там все вот эти вот пейзажи такие степные, и там, правда, я помню, я вышла в этой степи, и действительно кажется, что ты где-то, космос какой-то.
верблюды такие черного почти цвета, тебе кажется, они как, правда, как корабли пустыни. Невероятно. У него есть работа 87-го года, песня «Жаворонка». Там мальчик как бы сверху показан. Говорят же, когда мечтают, и дети, взрослые голову вверх поднимают. И вот это его воспоминания, по-моему, детства. Как раз в этом-то и смысл был, что какую-то этнику передавать языком современности. Хоть как бы мой папа родился в Китае, этнически мы татары, но я его считаю самым казахским художником. Он язык знал, традиции, он не в мастерской писал эти мотивы, да, там джайляу там, или степи. Это человек, который мотался в поездах с огромными вот этими кучами картин, ну, для этюдов холсты. Его в основном любимой темой была степь. Идейным вдохновителем обращения к истории был археолог и исследователь первобытного искусства кочевников Алан Медоев, частый гость собраний в мастерской Айтбаева. Алан Георгиевич Медоев вот в беседах с нашими шестидесятниками, к коим он сам относился, это он заявил, казахи не с неба упали. То есть имелось в виду, что у каждого народа, у каждого человека есть своя история, есть свои как бы национальные культурные коды, и это надо воспринимать, и этим нужно пользоваться, использовать это в своем творчестве и жить этим. Вот Исатай Исабаев. Это из наших эпосов, да? Он тоже шестидесятник? Да, тоже шестидесятник. А почему у них вот был этот интерес, как вам кажется, вот именно к национальному такому? Ой, это национальное самовыражение. Еще при Советском Союзе, к сожалению, не давали создавать полотна на казахские темы. Везде видели национализм, везде видели проявление протеста против коммунистической культуры. Вот Салихиддин Айтбаев, иллюстрации книги. Национальное даже невозможно было выжечь вот за эти там, ну, к тому времени 40-50 лет советской власти. И она пробивалась, как трава сквозь бетон. Допустим, я когда учился в школе 50-е годы, значит, было написано так про Казахстан история. Казахстан – отсталая окраина царской России, письменности нет, культуры нет, библиотек нет, со стадами баранов перекочевывать с места на место. Но это создается этот определенный комплекс. И, естественно, хочется узнать, ну что-нибудь там есть такое, кроме баранов, там чего-то еще было или нет. А тут в это время находят уже золотого человека, сейчас уже 11 золотых человек нашли. И как это было вот, совместить? С чем это связано? Казахи отдавали своих детей, переводили из казахских школ в русские школы. Там говорили, будешь учить русский, человеком станешь. И ну, вот такое время было, к сожалению. Но это внутри так было, и это сохранилось. Это невозможно вытравить национального самосознания. И в картинах это как? В картинах это проявлялось, да. И даже что бы они ни делали, это, ну вот вы видите, это во всем проявлялось. Тал түсте, бозғыл деңгейде, шуағын жерге төккен күн. Жылымық қыста кей-кейде, иісі келер көктемнің. Ұмыттырар ақпанды, боз аспан онан боз дала. Осынау ғажап шақтарды қозғама тәңір, қозғама. Оралады кеткен күз, қыс келеді, төсі қар. Ұзатылған көктем қыз, қайта оралса, несі бар?
К сожалению, большинство шестидесятников не пережили 90-е годы, оставшись навсегда мечтателями 20 века. Пришла другая эпоха, в которой они не могли вписаться абсолютно. То есть излет Советского Союза, он полностью уничтожил тот мир, с которым они, можно сказать, боролись и в котором они жили. И, соответственно, исчезла их среда обитания. Знаете, как вот у редких животных. Исчезает их среда обитания, и уходят они сами. Вот. И они, кто-то переставал работать, кто-то заменяет творчество алкоголизмом, а кто-то просто тихо вымирал, кто-то громко вымирал. Вот Сариева я лично помню, как я работала в издательстве, он сидел у входа в дом издательств и продавал свои картинки за 3 рубля. Я даже цену помню. Вот сейчас он висит в музее, сейчас его там показывают на международных выставках. Токбулат Тогузбаев, он просто не хотел жить. Он говорит, я не хочу жить в этом новом мире. Айтбаев запил окончательно и попал под машину. Он меня почему-то папа называл, хотя был на 2 года старше меня был. Ну, Халжан говорит, попозируй мне, я говорю, у меня есть композиция, говорю, хочу тебя. Он говорит, папа, никогда, говорит, пойдем лучше пиво попьем. Потом, некогда, пойдем пиво попьем. Ну, я и сам взял по памяти, вылепил. Так, дорогой Салихиддин, извини, пожалуйста. Памятник своему лучшему другу отлить и установить пока не удалось. Один из акимов вроде был готов, но не успел. Сняли. Гипсовый Айтбаев так и стоит во дворе мастерской скульптора. Салихиддин. Ну, вот его такая характерная его поза. Он стоит, так. Папа. Пойдем пивочек. История первой частной коллекции в Казахстане начинается как авантюрный роман. Крупный столичный чиновник Юрий Кошкин был страстным собирателем искусства. От Калмыкова до шестидесятников. В конце 70-х Кошкина арестовали за хищение, а коллекцию конфисковали. Им занималось там спецуправление прокуратуры там, Казахстана, потом Советского Союза. И ему дали расстрел. Это самая высшая мера наказания, потому что доказанное хищение. 8 лет он просидел в следственном изоляторе на Дзержинского Виноградова КГБ Казахской ССР в одежде смертников. В конце 80-х Кошкина амнистировали. На свободе он снова взялся за старое. То есть все равно он заново начал все собирать. То есть в этот вот двор, где мы сейчас с вами разговариваем, в 90-е все распродавалось так с молотка. И вот он сюда приехало несколько самосвалов, купила вот то, что продавалось из фондов Союза художников. И с той поры его вот коллекция обрела такой громадный вид. У Кошкина было своеобразное чувство юмора. Он арендовал здание КГБ, в котором отсидел много лет, и сделал в нем музей. Юрия Кошкина вы упомянули, да? Он же сделал себе музей в том доме, где он когда-то сидел в изоляторе. И у него в этом музее мы сделали выставкой Жанатая Шарденова. Сделали каталог. 3 коллекционера, каждый дали группу своих работ Шарденова. Хорошо было, очень хорошо. С той поры Шарденов стал брендом казахстанского искусства. Шарденов начинал почти с гладкой живописи. Но постепенно, поскольку он любил горы, а в горах это как бы материя земли, энергия земли, которая вздымает, делает то холмик маленький, а то вдруг Хантенгри. Как это было передать? Он стал писать очень пастозно. Он даже говорил, что когда он пишет, то вокруг него дождь из краски. Очень энергичный был.
конце 90-х Кошкин в связи с болезнью жены вынужден был закрыть музей и распродать свою коллекцию. Смагулов купил у него несколько полотен Жанатая Шарденова и Павла Зальцмана. Я все время восторгаюсь Зальцманом, потому что нигде, никогда я не видел лица казахов, сделанные как из эпохи Возрождения, так выписаны любовно, такими красивыми цветами, линиями, таких одухотворенных лиц. Я заново влюбился, опять же, в наши лица, историю нашего народа. Семья Павла Яковлевича Зальцмана потом эмигрировала в Израиль, и дочь его увезла очень большую часть коллекции. Я все время спрашивал дочь: а зачем вам вот наши казахские лица отдавать в еврейский музей? И вообще он наш алматинец, казахстанец, и я хочу вернуть его на родину. В общем, мы долго вели вот эти беседы с ней, с ее мужем. И пламенно я обещал, что мы когда-то сделаем музей, и он будет музей. И вот так около 15 или 17 полотен мы привезли из Израиля. Это было еще время, когда уезжали люди, 90-е, да, когда открылись границы, и увозили с собой еще работы казахстанских художников. И у Нурлана всегда была, знаете, такая злость и ревность. Он понимал, что лучшие работы, которые принадлежат этой земле, здесь написаны, они уезжают. И вот он старался тоже где-то перекупить, где-то выкупить уже у хозяев эти работы и оставлял. То есть вот это вот такая патриотичность в нем всегда сидела и сидит. На Кристис, на Сотбис, редко, конечно, я натыкался на наши работы. И вот Салихиддина Айтбаева, планерка, собрание, синяя собака внизу, сверху как будто тайная вечеря. И там столько было оттенков, столько подтекстов, что я когда увидел, то вступил в борьбу. Ну и цена, она превысила, конечно, стартовую, начала стремительно вверх уходить, но я как-то очень страстно подошел, но в итоге мне досталась она, я очень рад. И вот эту работу я привез из Лондона. Но она очень просто могла уйти в другую страну и могла уйти с концами, там, глубоко осесть в каком-то фондохранилище или у какого-то частного коллекционера, мы бы и не увидели. Слоган был «Мы верим в искусство Казахстана». То есть в то время мы уже начали выпускать каталоги, которые, каждой выставке, старались максимально разрекламировать художника, приглашали делегации, какие-то посольства. Сатай Сабаев, он начал свою деятельность в 60-х годах. И именно они, шестидесятники, Исабаев, Айтбаев, Сариев, Садыханов, открыли особенную страницу, я бы сказала, золотую страницу в истории изобразительного искусства Казахстана. Живой носитель культуры. Я думаю, сегодня его не перехвалил, просто пришло его время. Пришло время, когда этих художников нужно поднять на такую высоту. Потом 10 лет, все равно мы как-то уперлись куда-то и понимали, что Нурлан тоже растет, эволюционирует и масштабирует все. Мы поняли, что мы уже как галерея уже немного себя изжили. Я понимала подсознательно, что, может быть, как раз в это время и зародилась идея музея. Реки, вспаивайте поля, города, вставайте в заре. Пусть как сердце летит земля, перевитая жилами рек. Мы найдем
Мы должны найти все ответы на тот вопрос. Путь земной, продолжение пути до сегодняшних взятых звезд. Ответственность просто купить и хранить вот так. Это надо, чтобы это все видели. И я же, когда покупал эти работы, я обещал художникам, семьям, галеристам, всем людям, которые... И все были в надежде, что я это сделаю. Я выполняю свой долг. На самом деле здесь ничего такого героического нету. И работы, они так живут только тогда и имеют смысл вообще, когда их видят много людей, когда они в больших светлых пространствах, когда они правильно представлены. Вот. Это и была цель вообще всего. Сегодня у нас замечательный день. У нас открывается выставка «Кунактар». Это коллекция Нурлана Смогулова, которая собиралась на протяжении последних 30 лет. Сейчас коллекция насчитывает более 700 работ, и она полностью была передана музею для того, чтобы она здесь уже хранилась, исследовалась и также выставлялась. С одной стороны, эта коллекция личная, то есть у нее никогда не было задачи быть энциклопедической. С другой стороны, здесь есть очень много сильных сторон. Например, 60-е годы очень широко представлены в коллекции, как в графике, так и в живописи. Еще, наверное, важно подчеркнуть, что коллекцию можно прочесть по-разному, и сейчас представлена только одна экспозиция. Но в последующем музее эта выставка будет меняться. Это будут тематические выставки, которые под разными перспективами посмотрят на нашу коллекцию. И мы приглашаем зрителя узнать эти истории, познакомиться с ними и через них узнать такой интересный микс, которым является казахстанское искусство.